Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня у меня очередной шедевр от японских мастериц. Прекрасный жакет, связанный узором Хитоми Шида. Я приближаю этот узор, сейчас я вам покажу. Он реально красивый очень. И вяжется довольно несложно, я бы так сказала. Средний уровень мастерства вам понадобится. Жакет не длинный. Подойдет на любой возраст и любой размер. Красивый очень узор, эффектный. Будет бросаться в глаза. Особенно, в общем, какую вы пряжу выберете. Да? У меня сегодня для вас будет очень предлагать, я буду очень интересную пряжу. Вот, в общем-то, я думаю, что в этой пряже он будет еще более красиво смотреться. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в нашем мастер-классе будет выбор пряжи конкретной, спиц. Мы с вами рассматриваем схему узора, выкройку и далее вяжем сам узор. Связав узор, мы делаем влажную тепловую обработку образца, измеряем расчетами. Значит, у нас будет расчет плотности по вертикали и горизонтали. И затем уже идет попетельное распределение. Я рассказываю сегодня, как связать, охватывая размеры с 44 по 54. Да? То есть я вам расчет делаю попетельный и рассказываю, как расположить узоры на тот или иной размер. Итак, всем, кому данная модель приглянулась, всех, кто хочет связать такой себе красивый жакетик, пожалуйста, остаемся на канале и смотрим это видео до конца. Для вязания этого жакета я предлагаю воспользоваться пряжей Bambino Luxe Wool, турецкая пряжа по итальянской технологии, очень хорошего качества. Я ее для себя недавно просто открыла, мне она очень нравится. Цвет у нас вот 70018, да? Турция. Здесь вот это написано все, изготовлено в Турции. И что касается метража и состава. Значит, 60% у нас мериносовый шерсть, 40% акрил. И 50 грамм на 160 метров. Вот такая пряжа. Вот так выглядит 50-граммовый моточек. Очень хорошего качества пряжа. Немножко пушится. Немножечко, да, наверное, это видно. Вот. Хорошие скруточки. Вязать из нее одно удовольствие. Средней толщины. Как раз подходит для вязания всевозможных жакетов, кардиганов и каких-то красивых джемперов не толстых. Так, и вот такой у нас ажурный узорчик. Два раппорта связаны здесь. Это узор Хитоми Шида. Сейчас я вам покажу ее книжечку, откуда он взят. Смотрите, значит, вот такая у нас книжечка. Я ее все время часто показываю. Большая книга японских узоров. Это 260 необычных схем. Так, и книжечка довольно большая, действительно. И этот узорчик у нас находится на страничке под номером 50. Вот такой он вид имеет. Вот. И вот его схемочка, которую мы потом отдельно посмотрим. Схемочка. Всем, у кого есть такая книжечка, советую, у кого нет, приобрести, а у кого есть, можете вязать по книжечке. Здесь очень интересные узоры,
В общем, из нее я часто много всего черпаю, всякой информации интересной по красивым узорам. Да, здесь есть, конечно, сложные узоры, но в основном все узоры среднего уровня мастерства требуют. То есть, конечно, новичкам, возможно, не стоит браться за такие узоры, а девушки, которые у нас уже имеют опыт вязания, без проблем вяжут эти узорчики. Так, мои хорошие, давайте сейчас с вами посмотрим эту схему отдельно и разберем ее. Знаки условные, обозначения, сколько раппортов. Тут у нас два раппорта будет использоваться в вязании. Давайте более детально. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Значит, я здесь выделила сразу два раппорта. Красный раппорт – это основной узор на 19 петлях. Синий раппортик – это вот эти вертикальные ажурные дорожки, которые чередуются с этим основным узором. Вертикальная дорожечка у нас, раппорт ее в ширину 7 петель, в высоту 6 рядов. У красного раппорта высота составляет 16 рядов. Так, вяжется несложно, условное обозначение, часто применяемые. Смотрите, пустая клеточка – это изнаночная петля. Вот такая черточка – это лицевая петля, вертикальная, то есть кружочек традиционно это накид. Да? Смотрите, вот этот знак – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот этот знак – это 3 вместе, одной лицевой с выделением центральной петли, да? Ну и все. Вот и все, значит, условные обозначения. Тут еще у нас есть скрещенная лицевая, вот она выделяется, такая перекрученная, такой знак перекрученный, да. Все, мои хорошие. Там, где у нас идет с вами серый квадратик, это нет петли, значит. Но мы будем вязать попетельно этот узор. Я думаю, все, что вам непонятно сейчас на схеме, станет понятно, когда вы возьмете в руки спицы вместе со мной. Сейчас я показываю вам выкройку. У нас есть прекрасная выкройка, родная выкройка от этой модели. Вот она так выглядит. Это классика в своем прекрасном таком варианте. То есть у нас здесь идет пройма рукава, отдельный рукавчик вяжется с окатом. Вот. Очень удобная для вязания и практичная классика. Спинка отдельно вяжется и полочки, рукав. Все это сшивается. Здесь есть планочка. Но все это более детально мы с вами разбираем во второй части видео, после того, как рассчитаем плотность. Да? И я там уже вам буду рисовать, как мы узоры располагаем, как нам с вами, сколько петелечек набрать на тот или иной размер, как это все посчитать. То есть там все детальненько мы разбираем. Теперь смотрите. У нас есть с вами планочка, да? Которая будет вязаться вот здесь по боковой части. После того, как все изделие собрано, мы добираем петли по боковой части, по вырезу горловины вяжем. Вначале обычно вяжется, давайте взглянем на модельку, чтобы точно не голословно говорить, как здесь устроено у нас все. Давайте, смотрите, значит, тут непонятно. Смотрите, вначале обвязка идет выреза горловины, и затем уже по этим петлям добавленным, да, в высоту уже добирается планка по боковой части, то есть вот здесь по краю полочек. Вот. Резиночка может использоваться как 1 на 1, так и вот сейчас я вам покажу схему и по рукаву, и по низу изделия, и по вот этой, кстати, вещи. Это узор наш по планке полочек и по вырезу горловин. Нет, по вырезу горловин как раз 1 на 1. Здесь не используется такой вариант. А может быть, да, используется. Это я вас ввела в заблуждение. Везде идет такая планка. То есть 2 раппорта в высоту. Это синий узор у нас. В принципе, вот такая планочка, да. И 1 раппортик
у нас идет по бокову, по вот, полочкам и по вырезу горловины. По рукаву вообще, по-моему, 3 раппорта в высоту идут. Это синий раппортик. Мы его будем вязать. Он очень легенький. Но он, в принципе, состоит из резинки 1 на 1. Там используются лицевые петли скрещенные. С такой лишь разницей. И один такой небольшой момент. 3 вместе мы вяжем. Но это все более детально, когда будем вязать узор. То есть разобрали этот момент. Сейчас опять возвращаемся, давайте, к выкройке. У меня есть отдельный мастер-класс по вязанию, как сделать индивидуальный расчет вязаного изделия. Да? Я эту ссылочку опубликую под видео для вашего удобства. Там я очень много моментов затрагиваю, как петли рассчитать для выреза горловины, для проймы, как рассчитать скос рукава, что такое вертикальная плотность, и как ее применять правильно. Пожалуйста, посмотрите, не поленитесь, кому это действительно важно. Сейчас я вам покажу, как у нас тут планочка будет идти, по какой схеме. Вот смотрите, это планочка для рукавчика. Я так понимаю, 3 раппорта у рукава было. Вот так у нас оформляется, видите, как я сказала, вначале идет обвязка выреза горловины, а затем идет набор петель для полочек. По краю полочек поднимаются петельки. Вам придется самостоятельно рассчитать. Если вы будете применять эту схему, значит, вы видели, да, надо будет самостоятельно сделать расчет для резиночки. Так, чтобы у вас тут, ну, раппорты совпали. Понятно, да, о чем я имею в виду, разговор веду. Ну, собственно, все. Давайте сейчас приступим к вязанию образца. Для вязания образца набираем 37 петель. Вот так выглядит наш узор. Мы будем вязать по центру красный раппорт, и с 2 сторон 2 синеньких раппорта, симметрично справа и слева. Плюс 2 кромочные. И у нас с вами между вот этими раппортами красным и синим будет идти 1 изнаночная. То есть еще плюс 2 изнаночные и плюс 2 кромочные. В сумме получилось 37 петель. Я так и буду, девочки, в своем сейчас объяснении говорить синий раппорт, красный раппорт. Мне так удобнее и вам понятно, правда? Приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд у нас с вами идет. Сейчас у нас будет с вами вязаться синий раппорт. У него всего 6 рядов в высоту раппорт, и в ширину он составляет 7 петель. 7 петель мы будем первый ряд вязать следующим образом. Это моя, скажем так, сейчас я вам покажу, как я это вяжу и как мне было бы удобнее. Я не люблю вязать изнаночные ряды как бы по схеме, да, то есть я люблю вязать изнаночные ряды либо все изнаночные, либо все петли как смотрят. Так удобно, спокойно, комфортно я вяжу. Я не люблю обращаться и по лицевым изнаночным рядам к схеме. Я думаю, что и многие меня поддержат, вязальщицы. Потому что, когда вяжешь, хочешь отдыхать, и вязать это все на автомате. Поэтому я вот так сделала. Смотрите. Сейчас я свяжу 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я буду менять петли местами. У меня, значит, 3-я петля поверх первых 2 накидывается. Если вы вяжете классические петли, то вам это очень легко сделать за переднюю стенку 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Связали. Дальше 2 накида подряд. Изнаночная, снова 2 накида и 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. Вот. Это первый ряд синего раппорта. Далее вяжем изнаночную петлю. Эта изнаночная петля разделяет наш синий и красный раппорт. И вяжем красный раппорт. Первый ряд.
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая. Дальше вяжем 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли. Я меняю первую и вторую петли местами, так чтобы вторая у меня оказалась поверх первой. И провязываю 3 вместе 1 лицевой. Дальше лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. По центру идет изнаночная, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Опять меняю первую и вторую петельки местами, вторая поверх первой. 3 вместе 1 лицевой вяжу. Снова лицевая, накид, 2 вместе 1 лицевой с наклоном вправо, накид. Красный раппорт мы связали. Затем мы вяжем изнаночную разделительную и вяжем синий раппорт для симметрии. Вы можете синий раппорт в принципе не вязать, кто не хочет, можно потренироваться на одном раппорте, но мне для красоты узора, чтобы вам показать, хочется его связать. Я еще раз показываю синий раппорт, первый ряд. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Две вместе, дальше идут 2 накида подряд, изнаночная, снова накид, накид, 2 накида подряд и 3 вместе 1 лицевой с наклоном влево. Кромочные мы вяжем изнаночные. Связали. Все четные ряды, которые будут являться у нас изнаночными рядами, мы будем провязывать, как смотрят петли, в том числе вязать накиды будем изнаночными. И смотрите такой момент. Там, где у нас с вами двойной был накид, я покажу, как его вязать. Смотрите, вяжем изнаночная. И вот у нас двойной накид. Первую петлю я вяжу изнаночной. Первый накид провязываю изнаночной. Второй накид лицевой скрещенный. Вот так. Ну и дальше опять. Лицевая, снова двойной накид. Первая петля. Первый накид изнаночный я провязываю, второй двойной скрещен, второй лицевой скрещенный. Ну и далее пошли, как смотрят петли, уже пошел красный раппорт узора. Накиды, я говорю, провязываем изнаночными. Самостоятельно вяжем все петли, как они смотрят. У нас с вами третий ряд узора. Я хотела по поводу синего раппорта объяснить, как по схеме вяжется на самом деле первый и второй ряд. Значит, я вам объяснила вот так. На самом деле в первом ряду мы вяжем только 3 вместе, так и вяжем, но 1 накид. То есть накид, изнаночный накид и опять 3 вместе. Вот. А во втором ряду, в изнаночном, мы добавляем накид. То есть у нас вяжется лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Вот так вяжется в обратном направлении. Слева направо у нас читается узор. И так мы провязываем второй ряд по схеме. Кто хочет добуквенно соблюдать схему, вяжите, как вот здесь я вам сейчас объяснила. Я просто упростила для себя вязание. И всем рекомендую не заморачиваться, так быстрее вяжется. Теперь в третьем ряду мы будем вязать синенький раппорт следующим образом. Можно просто лицевая, изнаночная, можно скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная и скрещенная лицевая. Вот и все. Вот такая резинка получается на 7 петлях. Затем мы вяжем промежуточную изнаночную и переходим к красному раппорту. Начинается раппорт с вязания изнаночной, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе 1 лицевой с выделением центральной петли.
Первая, вторая петельки я меняю местами. Вторая поверх первой накидывается, вяжется вместе одной лицевой. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, лицевая. По центру вяжем изнаночная, снова лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Связан раппорт узора 3-го ряда. Затем у нас вяжется изнаночная промежуточная между раппортами и снова синенький раппорт. Вяжется, как я уже говорила, скрещенная изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, кромочная, изнаночная. У меня часто спрашивают, что такое скрещенная петля. Скрещенная петля — это значит, что вы провязываете ее не так, как привыкли обычно, а наоборот. То есть, если я, вот, например, вяжу бабушкины петли, у меня лицевая вяжется за заднюю стенку, я провязываю, то я вяжу скрещенную лицевую за переднюю стенку. То есть я ее вот так скашиваю, перекашиваю, да? Вот, если вы вяжете классику, классические петли, то у вас лицевая всегда вяжется за переднюю стенку. Соответственно, вы скрещенную лицевую будете вязать за заднюю стенку. Вот и все. Вот такая вот несложная арифметика. У нас с вами 4-й ряд, вяжется, как смотрят петли. И кто хочет, чтобы у вас были выпуклые, красивые в синеньком раппорте полосочки, рекомендуется вязать изнаночные тоже скрещенными петлями. То есть там, где у нас была лицевая скрещенная, на этом месте в изнаночном ряду вяжется изнаночная скрещенная. Я этот момент опускаю и вяжу, как мне удобно, как смотрят петли я вяжу. Итак, у нас с вами 5-й ряд, мы вяжем синенький раппорт. Скрещенная лицевая, начинается скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Связали синенький раппорт. Дальше у нас вяжется изнаночная, это промежуточная, и начинается раппорт нашего красного узора. Мы вяжем 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 изнаночные. Связали красный узор, полный раппорт. За раппортом вяжем изнаночную и синенький самостоятельный раппорт. У нас идет скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас 7-й ряд узора. И раппорт синенький у нас повторяется, девочки. Он сейчас будет повторяться. И мы будем с вами, наверное, больше не буду я показывать, как его вязать. Сразу буду начинать с нашего центрального красивого красного узорчика. Вот, чтобы не загружать видео, вы самостоятельно уже свяжете с 1-го ряда. Это несложно, очень простой узор этого раппорта синего. Поэтому сейчас я последний раз вам показываю. Да? Снова 1-й ряд у нас синего раппорта идет. Вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами, да, поскольку у меня бабушкины петельки. У меня 3 поверх первых 2.
накидывается, вяжу одной лицевой. Затем делаю двойной накид, изнаночный, снова двойной накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Все. Это у нас был синий раппорт. Дальше идет промежуточный изнаночный, начинается 7-й ряд красного раппорта. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первую, вторую я меняю местами. Вторая у меня поверх первой. Вяжу все 3 вместе одной лицевой. Делаю накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Дальше опять идут 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Все, связали полностью раппорт красного узора. Дальше идет изнаночная у нас промежуточная и самостоятельно синий раппорт вяжем. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд сейчас узора красного. Сразу я уже этот связала. Синий раппорт самостоятельно. Вяжем красный раппорт, как я и говорила. 3 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. Дальше тут 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные. Красный раппорт связали. Синенький раппорт вяжем самостоятельно. Итак, у нас 11 ряд нашего красного раппорта. Этот я уже самостоятельно связала. Красный раппорт вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночные по центру. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 изнаночные. Отлично. Связали красный раппорт. У нас сейчас опять синий раппортик. Самостоятельно вяжем. 13 ряд. 13 ряд у нас, девочки, таким образом вяжется. Значит, у нас сейчас опять новый раппорт начинается в синем ряду, да, то есть мы опять вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, изнаночная, двойной накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. Промежуточный изнаночный вяжем 13 ряд красного раппорта. Первый идет изнаночная, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Раппорт связан 13 ряда. Самостоятельно вяжем синий раппорт. И у нас опять 15 ряд красного нашего раппорта. Это
крайний лицевой ряд в раппорте, и мы вяжем его следующим образом. Значит, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. По центру изнаночная. Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот. Связали мы с вами 15 ряд красного раппорта и самостоятельно завершаем промежуточная изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, кромочная и изнаночная. 16 ряд мы вяжем, как смотрят петли. Вот, и в общем-то на этом раппорт заканчивается, и мы с вами сейчас сделаем влажную тепловую обработку. У меня связано в образце уже 2 раппорта в высоту. Можно судить, какая красота здесь вырисовывается, красивый очень ажурный узор. Сейчас мы с вами его расправим, отутюжим, скажем так, отпарим и посмотрим, какая у него получится плотность. Влажная тепловая обработка с помощью горячего утюга и пара горячего. Вот таким образом, девочки, над нашим образцом горячим паром я обдаю его и тяну. Тяну в разные стороны. Влажный податливый у нас образец тянется отлично. Для пущего, скажем так, эффекта давайте обратим внимание на крайние петли. Они у нас участвуют также в расчете плотности. Все должно очень хорошо быть распрямлено. Совсем прям горячий-горячий у нас получился образец. Итак, выпрямили, оставили сохнуть. Сейчас мы будем с вами расчет плотности производить. Смотрите, девочки, я уложила наш образец и прикладываю к нему простую линеечку, измеряю ширину. 19,5 сантиметров у меня получается ширина образца вместе с кромочными. Теперь мы 37 петель у нас участвовало в вязании, и мы делим на 19,5 сантиметров. Получаем плотность, ну, можно сказать, 1,9, да? Запишем. Это плотность по горизонтали, и мы пишем, что в 1 сантиметре 1,9 у нас петель. Вот. Следующий момент. Вертикальная плотность. Для этого мы укладываем наш образец поудобнее и измеряем его высоту. 14, так, тут у меня одного ряда нет, изнаночного, 14,5. И у меня связано 2 раппорта по 16 рядов, скажем так, да? То есть 16 это 32 ряда, и мы делим на 14,5. Получается 2,2. Плотность по вертикали 2, в моем случае это 2,2. Записываем. В 1 сантиметре 2,2 ряда умещается. Сейчас мы воспользуемся выкройкой для дальнейших расчетов на разные размеры. Вот такая выкройка родная к данной модели из японского журнала. И здесь у нас на маленький размер, на 42-44, идет 47 сантиметров. Нас это не устраивает, мы всегда делаем мастер-классы на много размеров. И сегодня я покажу вам расчет для 44-54 размера включительно. Итак, мои хорошие, вот таким образом я решила это все с делом рассчитать. Смотрите, берем 44-46 размер.
Нам сейчас важно не только определиться с количеством петель на тот или иной размер, но и правильно, красиво распределить узор, да, чтобы он был симметричный, гармоничный. Итак, берем 49 сантиметров, и это 93 петли. Это первый размер. Второй размер 48-50. Я беру 54 сантиметра. Вы видели, что жакет отнюдь не оверсайз, да, то есть он не свободного облегания. Он у нас идет довольно-таки такой облегающий по телу. И поэтому я беру на 50 размер 54 сантиметра, практически без прибавок на облегание. Но, мои хорошие, не пугайтесь. Дело в том, что он не длинный, да, то есть он идет не от бедер, а чуть выше, да, то есть вот такой нюанс. 103 петли у меня получается на 54 сантиметра по нашей плотности. Я сейчас говорю конкретно про ту пряжу, которую я вам рекомендую. 52-54 размер, это 59 сантиметров будет и 113 петель. И вот здесь я уже нарисовала, как распределяем узоры. Итак, красный раппорт, повторюсь, это 19 петель, синий 7 петель. Между ними идет изнаночная петля, и она у нас тоже должна учитываться. Смотрите, по центру я располагаю 19 петель центральный раппорт. И далее справа и слева идет полное зеркальное отображение узоров. То есть изнаночная, потом идет узор синий на 7 петлях, опять промежуточная изнаночная, снова идет наш красный раппорт на 19 петлях, опять изнаночная и на 7 петлях раппорт. То есть, по сути, это 3 раппорта по 28 петель. Ладно, не буду вам заморачиваться. Короче, вот такое расположение узоров, мои хорошие, да? Вот, и в сумме это 93 петли. Сюда еще зашли у нас 2 кромочные в эту циферку. Так, теперь что касается следующего размера 48-50. 103 петли я рекомендую просто изнаночными петлями этот вопрос решить. Нам надо добавить 10 петель, и я решаю, что это 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева, чтобы не сбивать узор, да, чтобы красиво все было. 7 петель мы ничего не можем, в общем, только за счет изнаночной мы можем вот эти петли добавить. Они гармонично впишутся в наш узор, потому что сами вы видели, что узор располагается на фоне изнаночной глади, да? Все, решили. 103 петли, и это 54 сантиметра ширина спинки. Для размера 52-54 это 59 сантиметров ширина и 113 петель. Здесь у меня вот такой расклад. Смотрите, к этому существующему рисунку я добавила еще одну изнаночную и 7 петель синего раппорта. То есть 8 петель я добавила, плюс 2 изнаночные. То есть нам надо добавить, по сути, к этому числу 20 петель, и то есть по 10 петель справа и слева надо добавить. И эти 10 петель у меня следующим образом получились. Кромочная 2 изнаночные, синий раппорт на 7 петлях и еще одна промежуточная изнаночная. А дальше пошло то же самое, что для маленького размера узор. Вот я вам, девочки, сейчас показываю, как располагается на большой размер распределение узоров. Да, вы поняли. 7 и 19 это синий раппорт, красный раппорт. Вот эти циферки 1 это промежуточные между раппортами изнаночные петли. И с краю по 2 изнаночные еще, справа, слева. Ну и кромочные, соответственно. В сумме 113 петель у меня получается. Теперь по полочкам. По полочкам здесь еще проще. Это правая полочка, представьте, да, мы вяжем, начиная вот отсюда, наш узорчик идет. То есть это у нас планка здесь будет потом привязываться отдельно. Вот, и мы распределяем узоры. У меня получается на первые 2 размера по 50 петель, мои хорошие, вот так. То есть на вот эти размеры 44, 46 и 48, 50 узоры располагаются одинаково. 50 петель. Меньше не получается, иначе узор некрасиво будет смотреться. Смотрите. Значит, идет
изнаночная промежуточная, затем идет 19 петель раппорт красный, опять промежуточная изнаночная, 7 петель синий раппорт, промежуточная изнаночная и 19 петель красный снова раппорт и кромочная. В сумме это 50 петель. То есть и также, собственно, я рекомендую для 48-50 размера распределить полочку узоры. Следующий момент. Здесь потом вот для этого размера вы ширину компенсируете планкой, девочки. Планочку ведь можно связать на любую ширину, правильно? Вот. Можно, конечно, здесь еще немножко изнаночных добавить, пару петель для вашего размера 48-50, да, чтобы расширить немножко полотно. Здесь можно 2 изнаночные добавить, пожалуйста. Ничего страшного, будет 52 петли, да. Прекрасно. Так, дальше что у нас идет? 3-й размер. Я предполагаю 2 варианта здесь развития событий, то есть 52-54. Полочка также начинается, правая, изнаночная, 19, в общем, я не буду перечислять, да, то есть те же самые 50 петель, и добавочные у нас идут петли, либо 6 изнаночных мы добавляем, крайне левые, просто 6 изнаночных, да, либо мы с вами добавляем 1 изнаночную промежуточную и 7 петель нашего вот этого узора синего на 7 петлях. Тогда у вас получится в первом случае 56 петель полочка, во втором случае 58 петель. Выбирайте сами, какой у вас размер, 52 или 54. Для 54 рекомендуется вариант с 58 петлями. Да? Для 52 56 петель достаточно будет. Вот вам, пожалуйста, мои рекомендации, да, как я поступила. Теперь по выкройке. Часто вопрос у многих, сколько петель на пройму закрыть, сколько петель на вырез горловины распределить и так далее. Смотрите, давайте сделаем так. Значит, на пройму обычно, глубина проймы у нас обычно 5-6 сантиметров, в зависимости от размера. Считается легко. Если 5 сантиметров, 5 умножайте на нашу плотность по горизонтали, 1,9. Считаю при вас 5 на 1,9 умножить, 9 петель или 10 петель закрываете по пройме. Дальше. Для большого размера 6 сантиметров, вот у меня получилось 11 петель закрывать. Дальше, по вырезу горловины, опять-таки на маленький размер рекомендуется его ширина 20 сантиметров по выкройке. И дальше, в зависимости от размера, берете 21 сантиметр, 22 сантиметра. В петельном эквиваленте также сантиметр умножаете на плотность 1,9, получаем в первом случае 39 петель надо закрыть, 41 и 43 петли. Вот. Более глубокий вот этот расчет я опубликую вам ссылочку под видео. Там у меня целый мастер-класс, где я вам все эти формулы рисую, показываю, объясняю, как сделать этот расчет доходчиво, объясняю подробно, объясняю примеры, привожу. Думаю, разберетесь. Полочка у нас отличается от спинки, конечно же, еще и глубиной выреза горловины. Она более, конечно, глубокая. Вот, 8,5 сантиметров по выкройке она идет. Поэтому, девочки, от планки вот эти мерочки, которые у вас есть, они будут все сугубо индивидуальны в зависимости от вашей предпочитаемой длины и от вашего роста, конечно же, то есть от ваших физиологических особенностей, да. Поэтому, предположим, вот здесь у меня 42 сантиметра стоит, да, вот 42 сантиметра от планки всегда надо переводить в ряды, вязать согласно рядов, а не сантиметров измерять. 42, показываю на примере. 42 умножаем на нашу вертикальную плотность, которую мы посчитали в 1 сантиметре 2,2 ряда. Умножаем на 2,2. Получаем 92 ряда, мои хорошие. Будете вязать от планки, это я для примера, 92 ряда. То есть это очень легко раппортами считать. Большими нашим красным раппортом 16 рядов, да? 92 делим на 16. 92 делим на 16, это будет
5 целых раппортов и там немножечко еще 6-й недовязанный раппорт. Сами вы считаете, сколько рядов это будет. Вот видите, 5 целых раппортов, почти 6 целых раппортов. Немножко не довязываете и потом формируете вырез горловины. Обязательно, девочки, учитывайте вертикальную плотность. После стирки изделие вытягивается. И у вас будет не то, что вы запланировали в длину, вы будете очень расстраиваться, будете винить пряжу, будете все что угодно винить, но только не себя. Почему-то вот так обычно бывает. Пряжа тут ни при чем, вы просто неправильно связали изделие, вы не использовали технологию расчета, вы ее проигнорировали, да? Вот и все, вот и получили такой результат. А вы ее не игнорируете и применяете, и все у вас будет хорошо. По рукаву. По рукаву делайте аналогично. Вот здесь написано 25 сантиметров. У нас от планки идет ширина, да. И для большего размера там берете 26, 27. Также переводите в петли, то есть 25 сантиметров. Показываю для примера. Умножаем на 1,9 плотность по горизонтали. Получаем 47, ну 48 47 петель, предположим, да, 47. Как распределить 47 петель? Также начинаем от центра узора, да, рисуем по центру 19 петель. Делайте как я. Затем берете промежуточную справа-слева изнаночную, да, потом 7, 7. Считаем, сколько у нас тут. Еще до 47 далеко и далеко, да. Достаточно, наверное, вот так сделать, мои хорошие. Я думаю, что если вы дальше пойдете, будет очень много всего. Вот, не уложитесь 47 петель, здесь можно изнаночные петли применить. То есть у вас по центру идет узор, с двух сторон по бокам идет изнаночная гладь. Все петли, которые вы будете по скосу прибавлять, просто включайте в работу как изнаночные петли. Очень удобно и хорошо. Обычно я бы так сделала. Если вы хотите прям, чтобы у вас четко везде узор был, тогда считайте. Возможно, вам надо будет тут 7 и 7 прибавить. То есть, ну, еще можно прибавить вот так узор. 2 раза по 7, да. Сколько это будет? 14, 14, 28 и 19. Считаем. 14 плюс 14 и плюс 28. Это уже 56. Ну, не знаю. В общем, не получается ничего, только изнаночную гладь можете добавить. Даже посчитать можно сколько, да. Смотрите, 19 плюс 14 плюс, получается 2 петли, получается 35, и плюс 2 кромочные 37, а надо, чтобы было 47. Ну, то есть 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. Вот и весь расклад. Вот такой вот. То есть вот так. 19, 2 изнаночные справа-слева, узор синий на 7 петлях. И дальше идут по 5 изнаночных справа и слева. И кромочные, соответственно. Получается вот 47 петель. Если я не ошибаюсь. Ну там сами дополните. Сами подкорректируйте. Вот. Про скос, про окат рукава сейчас скажу. Окат обычно для новичков рекомендую вязать по выкройке в натуральную величину. То есть рисуете и вяжете, прикладывая полотно. Очень удобно. Я так училась. Вот те, кто, девочки, уже умеют опыт вязания, они и так свяжут этот окат сами. По своему опыту будут знать, сколько петель, где убавлять. У меня есть ссылка на статью, я ее размещу под видео, в котором как рассчитать окат рукава самостоятельно будет, да? Ну, в принципе, вот такие мои объяснения, рекомендации по вязанию этого жакета. Я думаю, что жакет новички вязать с таким узором не станут, а вот те девочки, которые средний уровень мастерства имеют, мои, как бы, вот эти вот все нюансы, которые я вам озвучила, вполне вы можете как бы их применить, да, мой опыт, воспользоваться моим опытом, свои какие-то знания добавить, да. В всяком случае, если вы просмотрели это видео до конца, спасибо вам за внимание, и я желаю вам удачи, до новых встреч.